Что такое плоскостная разметка и для чего она нужна? Ах да, и всем привет, как всегда. Итак, что же все-таки такое разметка? Разметка называют нанесение линий на поверхность заготовки, линий, они же риски, определенных согласно чертежу, которые подвержены обработке. Подготовка к разметке. Значит, первое – это очистка заготовки от пыли, грязи, окалины, коррозии. Второе – это тщательный осмотр заготовки. Все ли совпадает с чертежом, как вот возьмем, например, такой чертеж. Сам чертеж – тема, скажем так, отдельного видео, но поверхностную информацию могу сказать сейчас. Значит, берется лист специально для черчения. Дальше идет на нем рамка, отступ 25-5-5, ну, поймете. Дальше идет наименование данных, размеры, там масса, кто разработал, кто проверил, наименование всего чертежа. Рамка называется паспортом всего чертежа. Ну, опять-таки, повторюсь, это тема совершенно другого видео, а так я дал совершенно поверхностную информацию. Далее, третий пункт, это определение поверхности заготовки или же базы, от которой будут отходить размеры в процессе разметки деталей. Значит, следующий пункт – это виды разметок. По сути, их достаточно много, но я расскажу 5 видов, которые, ну, в той или иной мере достаточно широко распространены. И первый, опять-таки, это разметка по чертежу. Дальше разметка по шаблону. Что такое разметка по шаблону? Разметка по шаблону применяется и используется на таких предприятиях, где делают одну и ту же деталь, но в больших количествах. Вот. По сути, операция несложная, но ее нужно делать в большом количестве. Поэтому применяется разметка по шаблону. Далее, разметка по образцу. То есть, это в основном применяют, когда снимают размер с вышедшей из строя детали с учетом износа участка, который он, собственно, был изношен. Далее, разметка по месту. Применяют при сборке больших деталей в таком положении, в котором они должны соединяться. И пятый, это разметка карандашом. То есть, по сути, нанесение на поверхность заготовки разметки не чертилкой. Чертилки тоже бывают разных видов, начиная от самодельной чертилки до специальных, там с выдвижной иглой, с какими-либо другими. Тема отдельного видео, поэтому, если кому-то интересно, пишите в комментарии. Будем развивать эту мысль, будем делать новые видео по запросам. По пятому, разметка карандашом. Производит по линии на заготовке из алюминия или дюраль алюминия, чтобы не разрушить защитный слой заготовки. Вот, собственно, что хотел я вам сегодня рассказать, я рассказал. Если кому-то интересна эта тема, пишите в комментариях, будем как бы более подробно это изучать. Вот. Также хотелось бы сказать то, что эту информацию я взял из книги. Вот, книга очень хорошая. Причем, обратите внимание, когда она была издана. Если кому-то интересно, пишите в комментарии, а может найдете в интернете. То есть я, по сути, ничего не выдумываю, а взял самое интересное, самое важное из этой книги. Вот, также пишите, кому понравилось видео, кому не понравилось. Если нет, то почему не понравилось, пишите, будем разбирать.
Также не забываем про лайки. Также пишите в комментарии предложения своих видео, то есть тем, которые вас интересуют, давайте разберем, очень будет интересно. Может, даже обменяемся какими-то знаниями. Не забываем про колокольчик, заходите ко мне на YouTube канал, там в раздел обсуждения я уже писал две темы, две большие темы разбиты по пунктам. Оставляйте там свои комментарии. Вот, что еще? Пока что на этом все. Всем спасибо. До новых встреч.